Можно ли считать, что казахское ханство началось с протеста, где им говорят, настоятельно рекомендуют, о чем стоит говорить с журналистами, о чем не стоит говорить с журналистами. По периоду колонизации мы работали с российским источником. Спасибо моему учителю истории Рахат Агай. Я учила это, все еще помню, спустя 10 лет. Мы хотели начать диалог и предложить что-то, и обсуждать это, конечно, бережно и этично. Мы были 70 лет в составе Советского Союза, и мы не забыли про шаршылык, мы не забыли многие другие вещи. Говорят нам, что у нас этого не было, или что это какие-то странные люди, они неблагополучные, им что-то мало, или им кто-то заплатили. Протесты были всегда. Это не просто память, которая живет в нас и в учебниках, это память, которая живет на улице. Мы до сих пор не знаем, что было тогда, кто погибли, от чьих рук они погибли, кто за этим стоял. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Всем привет, с вами подкаст «Одеколон». Это наш новый сезон. Я Камила Смагулова, исследовательница из Казахстана. С вами, точнее, со мной сегодня в гостях Айслу Тойшибек, продюсерка студии подкастов «Булбул», подкастерка со стажем. И мы сегодня будем такую, наверное, беседу проводить, такой очень интересный диалог про память, про производство знаний, про подкастинг как инструмент таких знаний, потому что я недавно, и мы с тобой часто делимся этим друг с другом, потому что мы с Айсулу и дружим, и вместе работаем. Мы сделали с нашими коллежанками из фонда Батырхана Шукенова подкаст «Казах Роузес», поэтому мы постараемся, чтобы это был разговор не только понятен не только нам с тобой, но и всем зрителям из Центральной Азии и других регионов, которые смотрят «Одеколон». Недавно, знаешь, я узнала такой термин «memory activism», то есть активизм в памяти. И, по сути, каждый может называть себя активистом или активисткой в памяти, кто так или иначе с этим связан, начиная от людей академии, хотя не все обязательно должны быть активистами, активистками, заканчивая контент-мейкерами разного рода, и в том числе, наверное, подкастингом, который за последнее время вообще, мне кажется, очень сильно набирает обороты, в том числе для какой-то трансмиссии знаний и знания памяти. И почему, например, сегодня, мне кажется, это важно. У нас больше появляется возможности говорить на разных платформах, и ты этим занимаешься уже некоторое время. Можешь рассказать о своем опыте, что для тебя работать и с памятью, и делать это каким-то актом активизма? Да, спасибо за вопрос, и вообще спасибо, что пригласила меня на этот разговор, и приветствую всех слушательниц, слушателей и аудиторию вообще подкаста «Одеколон». Да, память, вообще помнить — это мощный политический акт, и очень интересно изучать, как разные люди помнят, и то, как государство может влиять на то, что мы помним, и как мы это помним. Я, наверное, сразу вначале сделаю дисклеймер, что я не являюсь исследовательницей или эксперткой, которая на каком-то очень серьезном академическом уровне изучает память, изучает историю и социологию. Я скорее выступаю как такая индивидуальная единица, которой интересно это делать, которая любит наблюдать. Наблюдать — это вообще в целом, наверное, такой навык, который у меня развился благодаря работе. Я работала много лет в медиа, в интернет-изданиях. Я работала с медиумом «Текст», писала репортажи, и эти мои привычки наблюдать, они потихоньку вышли за пределы. И в какой-то момент у меня появлялись вопросы, я не знала, как на них ответить. Не было каких-то простых ответов на поверхности. И потихоньку этот активизм, если называть это так, он пришел в мою профессиональную практику. И для меня подкастинг, и именно тот подкастинг, который делаем мы с коллежанками в студии «Булбул», это как раз-таки попытка посмотреть на наше прошлое,
на настоящее и подумать о том, каким будет наше будущее, именно вот с таких вот разных ракурсов через память. Он про историю казахских протестов, да, но мне кажется, так как аудитория Одеколона, она намного шире даже, чем регион Центральной Азии, мне кажется, этот подкаст будет все равно. То есть даже если его послушают, например, из другой страны, у которых похожее прошлое, да, там хотя бы вот в районе СССР, да, их периода, мне кажется, для них это будет, они для себя какие-то найдут вещи. И символично еще то, что с нашей подругой и профессоркой Кембриджа Дианой Худайберген выходит в одно время, да, у нее выходит книга про протесты 2019 года и дальше «Казах Коктема», да, «Казах-протест», и выходит ваш подкаст «Казах-протест». Опять важно в комментариях, пожалуйста, не думайте, что протестные настроения, capacity протестов — это только про казахов, да, это, мне кажется, это есть во всем мире, просто это такая интересная тенденция, что в одно время на очень похожие темы выходят две работы. Вот можешь, пожалуйста, рассказать про подкаст этот, потому что к моменту, когда уже этот выпуск выйдет, все эпизоды подкаста будут доступны на казахском и русском языках, поэтому, я думаю, много кто это послушает. Можешь рассказать про идею, как это пришло? Вообще, я хочу сказать, что мы хотели назвать подкаст «Казак Коктема». Это было наше первое название рабочее такое, предварительное. Но я думала, можем ли мы это делать, потому что есть арт-движение «Казак Коктема». Это вот движение, которое делало вот эти разные акции в 2019 году и, возможно, позже. И поэтому, ладно, давайте будем что-то другое думать. И мы не придумали никакой новый велосипед и решили просто оставить «Казах-протест тариха». И у нас есть в подкасте тоже куча дисклеймеров, и один из которых как раз-таки говорит, что казак здесь не отсылает к какой-то конкретной этнической группе, это говорит о принадлежности этой истории Казахстана, то есть протесты, история протестов — это тоже история Казахстана, одна из важных частей, которую пока в существующем режиме довольно сложно обсуждать, довольно сложно на эту тему рефлексировать, но на самом деле некоторым людям это удается, к счастью для нас. Вот мы решили сделать такой вот популярный контент, он не очень сложный, я надеюсь на это. Мы там просто рассказываем о разных этапах и как вообще, в принципе, не только протесты развивались, но и в целом какой была динамика отношений между властью и гражданами, гражданками в разные периоды. Вот. А с какого по какой период у вас? Как идет хронология? У нас была очень амбициозная задача. Мы вообще начали с казахского ханства. Было трудно найти контрибьюторов на эту часть. Мы работали с историками, обсуждали с некоторыми историками, как мы можем эту тему осветить, но мы не договорились, и в итоге я по материалам с помощью нашей научной консультантки писала тексты про период от образования казахского ханства, потому что у нас был тоже такой тезис, можно ли считать, что казахское ханство началось с протеста, с откачевки Женебека и Кирея из ханства Абул-Хаира в XV веке. Мы решили вот оттуда начать. На самом деле, это тоже был политический жест. Принцы, да, султаны, ханства решили отделиться. У нас был также план сделать отдельный эпизод про борьбу с колониализмом, с колониальной политикой. Мы объединили эти два эпизода. Это очень обширная тема, и у нас было такое открытие, что это все мои наблюдения, да, опять-таки, что эта тема, она очень политизирована, и это влияет на то, как эта тема изучается, насколько свободны историки и историкесы, когда они работают с этой темой. Потому что, возможно, это не очень безопасно, возможно, это не очень спокойно. Вот, поэтому мы просто выбрали некоторые источники из научной литературы или более-менее популярной литературы и работали с этим. У нас есть также эпизод про протесты советского периода. Опять-таки мы не могли 80 с лишним лет охватить, но мы некоторые яркие моменты раскрыли, где протесты носили разный характер. От просто протест за то, чтобы жить
в безопасности в лагере, на минуточку, до уже гражданского акта протест за участие в политике. Это Желтоксан. Ну и 3 остальных эпизода из 5, они как бы по декадам рассказывают о том, какие были тогда протесты. Это от независимости до Жанаузена и от Жанаузен до Кантар. То есть Жанаузен 2011 год, да, для тех, Кантар кто не знает. 2022 год. 22 год. Вот. Да, и вот то, что ты как раз упомянула про безопасность, да, и про политический жест, и про политизированность, но это такой еще, мне кажется, важный момент, надо упомянуть, что это не только, да, это не отлично и особенно только применимо там к региону Центральной Азии, Казахстану или вообще, да, там странам в регионах шире, да, там Восточной Европы, Балтийских стран и так далее, что в целом инструмент политики и не только нациостроительства, потому что вообще, когда пошла вот эта волна нациостроительства, да, в период модернизации, тогда и появились такие термины, как коллективная память. И то есть это когда у общества и государства есть консенсус о том, теперь мы решаем, что помнить и что забывать. И мне кажется, как раз на сломе, когда консенсус, то, что помнить на уровне государства и на уровне общества различается, да, то есть когда перестают быть согласны друг с другом эти 2 актора, есть ощущение, что начинается вот как раз-таки активизм в памяти, когда из каких-то низовых движений, да, происходят такие явления, в том числе, там, как ваш подкаст, да, например. И вот про безопасность, что, я думаю, это не только там связано с историками, да, вот Алейда Асман писала, что активизм в памяти, он в целом не безопасен. И мне кажется, этому много можно привести примеров, да, когда люди, кто занимались этим, они подвергались и гонениям, и покушению, и так далее. Да. Еще я хотела спросить про источники. Вот каким источником? Я знаю, что у вас была научная консультантка, то есть это человек, который курил весь проект. Каждый эпизод у вас написан, да, в форме лекций, которые готовили отдельные ученые, и потом их читали. А каким источником ты обращалась, вот, чтобы как раз изучать этот период? Потому что, мне кажется, еще очень важный же как раз период советского колониализма затрагивается, который я предвкушаю, что в комментариях, как обычно, будут, мне кажется, очень несогласны, да, с этим люди, и это окей, но какие источники вы использовали, и какие, наверное, ты бы назвала, самые для тебя были, может быть, неожиданные, что ты даже не представляла, что это было так, прочла, и для тебя какие-то вещи стали понятнее? Я бы хотела сначала вот ответить на вопрос безопасности, да, а потом вот к этому вопросу вернуться. Ты мне, пожалуйста, напомни. Мы, кстати, делаем этот подкаст с открытым лицом, хотя сам подкастинг я пока что рассматриваю именно как одну из форм такого партизанского медиадвижения, потому что именно аудиоподкасты, они не очень как бы распространены. Я думаю, что как бы заинтересованные люди, которые мониторят интернет, возможно, еще не очень как бы обратили внимание именно на аудиошоу. Но у нас тоже были, конечно, переживания на этот счет и какой-то внутренний саботаж, с одной стороны, с тем, могу ли я про это, да, говорить, имею ли я право, да, с таким громким заголовком выпускать медиаконтент. С другой стороны, это был вопрос тоже безопасности, не обязательно, да, физической безопасности, но и какой-то психологической безопасности, потому что когда мы работали вот на первых порах, да, я столкнулась с самоцензурой некоторых людей, да, с которыми мы обсуждали этот подкаст. Это люди из науки. Более того, у нас есть методичка, да, такое письмо от министерства, которое получают, наверное, все научные сотрудники, которые работают в государственных институтах. Неважно, история это или зоология, или биология, где им говорят, настоятельно рекомендуют, о чем стоит говорить с журналистами, о чем не стоит говорить с журналистами. И там, конечно, есть не давать оценку периоду колониализма, не давать оценку каким-то другим сенситивным, скажем так, для государства вопросам. И это вообще-то довольно липкий страх, который потихоньку своими лапками переходит на тебя, цепляется за тебя, пытается там где-то прорасти, и это неприятно было в себе распознавать. Что ты вроде бы не научная сотрудница, да, там какого-то института, но на тебя это как немножко такая заразная, да? Ну да, кажется, что если люди боятся, они, наверное, не просто так боятся. То есть, наверное, это не пустой звук.
Но мы, в общем-то, как-то с этим справились, не знаю, насколько хорошо, но это был такой яркий момент, такое неприятное открытие, которое было сделано нами в ходе работы. Теперь, возвращаясь к источникам. Мы работали с разными источниками. Например, один из них — это книга южнокорейского исследователя Джу Юпли о казаклык. Мы обращались к этому источнику. По советскому периоду и периоду колониализма, простите, я могу не разграничивать некоторые термины. По периоду колонизации мы работали с российским источником. Это Александр Рязанов, историк. Он относится к переходному периоду между Российской империей и Советским Союзом. Этот источник в PDF-формате? Ой, там очень ветхая бумажка, книжка, вот просто разваливается. Она есть в Национальной библиотеке в городе Алматы. Экземпляр у меня, были фотографии этой книги, этих страниц. У него интересный, конечно, был такой взгляд. У него есть книга, точнее не книга, монографии у него есть. Монографии. Одна из них — это 40 лет борьбы за национальную независимость, если я не ошибаюсь. Там примерно такого посыла название. Там есть восстание Сырыма Датулы в младшем Жузе. Кажется, я помню, какие-то были года со школы. 1725? 25-27? Я не помню. Нет, 14 лет шло его восстание. Значит, 25-30. Но это 18 век. 1700-е годы. Мне кажется, 36. В общем, да, check it. Сделали подкаст и не помним даты, да. И есть у него также монография о восстании в Букеевской Орде. Махамбет Утимысула и Исатай Тайманула. Исатай Тайманула, он занимал более ведущую роль в восстании. Это уже 19 век, 1830. В общем, тоже я не буду сейчас... 36-38, да. Спасибо моему учителю истории Рахат Агай. Я учила, это все еще помню спустя 10 лет. Вот. У него мы обращались к этим источникам. Параллельно, конечно, мы там смотрели и Дорофееву, и еще какие-то другие источники. Но это просто то, что я читала. Советский период, он тоже довольно сложный, потому что много российских источников, и было не хотелось конкретно к ним обращаться, но приходилось, потому что это важные источники. Да. Даже несмотря на то, что их написали российские историки, они интересные. Мы старались, конечно, быть более беспристрастными в этом плане. 2 книги Владимира Козлова были. Была статья Нари Шелькпаева, которой ты со мной поделилась. Ты со мной поделилась книгой Козлова. Да, вот обмен знаниями у нас таким образом происходит. Это также сборник уголовных дел по Жильтоксану. Тоже и у тебя была эта книга, и у меня была эта книга. Берег Абдыгали. Да, и плюс наша консультантка тоже помогала с источниками. Она давала какие-то, если были спорные моменты, мы там смотрели, тут смотрели. Да, на самом деле с источниками сложно, потому что их не всегда достаточно. Их сложно найти в открытом доступе. Это библиотечные фонды. Не у всех людей есть возможность искать их в библиотеках. Вообще, в принципе, искать источники — это сложно, это тоже навык. И одна из задач этого подкаста была как раз-таки в том числе, чтобы сделать эти знания более доступными. Если вы не согласны с тем, что мы говорим в этом подкасте, это хорошо, это правильно, давайте обсуждать, потому что это не то, что мы хотим занять монополистическую позицию, что вот только это истина в последней инстанции. Мы хотели начать диалог и предложить что-то, и обсуждать это, конечно, бережно и этично. Да. И мне кажется, это важно, чтобы никто не интерпретировал это условно как призыв к протестам, да, или вот это не совсем хорошая фраза, раскачивание лодки. Мне кажется, это такой важный, вот то, что ты говоришь, политический акт в виде помнить, как раз-таки то, что мы как общество были мобилизированным обществом на самом деле всегда. Потому что есть ощущение, что, допустим, после 1986 года, да, как будто бы больше было протестов в балтийских странах, да, в Южном Кавказе, хотя это, кажется, не совсем правильный термин, Баку, Тбилиси, но вот как раз-таки протесты... Это началось же с Жильтоксана. Да, что он очень исчез, да, из историографии, но опять-таки, да, потому что
режим забывает помнить, точнее, выбирает. Он не забывает, помнить, он хочет, чтобы мы забыли. Ну смотри, как бы есть такая вещь, что память, она живет. Память вот на уровне людей, она переживает очень многие вещи. Мы были 70 лет в составе Советского Союза, и мы не забыли про ашаршылык, мы не забыли многие другие вещи. То есть память живет вот в этом подполье. С другой стороны, у нас есть вот эта вот общественная надстройка. Это государство, которое задает вектор о том, что мы помним, как мы помним, а что мы забываем, и что оно хочет, чтобы мы забыли. И оттуда это идет в школы, в учебники, в университеты, дальше в всевозможные научные советы, которые говорят: так, вот этот проект мы будем финансировать, вот это вы изучаете, вот это вы не изучаете, или, например, хорошо, вы это изучили, но нам не нравится то, что вы написали, нам не нравится то, что вы изложили в вашей монографии, к каким выводам вы пришли, поэтому пусть это полежит на полках и никогда там не увидит свет, хотя никто из них не пишет прям для широкой аудитории, это научные труды. Поэтому эта тема очень политизирована, и некоторые вещи, они тоже как бы служат... То, о чем ты говорила, да, что вот в начале своего вопроса, это же нарративы, которые продавливает государство. Один из эпизодов у нас посвящен как раз-таки государственным нарративам, которые маргинализируют протесты, которые говорят нам, что у нас этого не было, или что это какие-то странные люди, они неблагополучные, им что-то мало, или им кто-то заплатили. Да. То есть они не из воздуха берутся. Да, мы тоже хотели как бы показать аудитории, что протесты были всегда, что Желтоқсан — это была такая первая ласточка протестов, которые затем произошли уже в других республиках Советского Союза. И вот Козлов пишет, что это вызов, с которым Москва справиться не смогла. И она не ожидала. Вот Абдыгали тоже пишет, что для Москвы это был там шок. Вот, еще у Козлова очень такой интересный момент. Он в одной из своих книг, да, пишет о том, что в 50-е, 60-е годы в Советском Союзе была куча мегастроек, и там возникали стихийные очаги беспорядков и протестов. Они были, ну, там были разные причины. Это приезжие, локальные, это там руководство и рабочие и так далее. И у него очень интересный такой вывод, что потом эти конфликты в итоге сошли на нет, и в целом поменялся вот этот шифт протестной активности, и он ушел типа со сцены, но протесты затем были в советских республиках, где протестная активность опиралась на националистические идеи, которые изначально в Москве были... То есть протесты ушли в национальные республики, где эти протесты опирались на оппозиционные Москве идеи о как бы нации, да, о этнической идентичности. Поэтому в конце 80-х, да, случились все эти события в Грузии, в Казахстане, в Азербайджане и других странах. О этих протестах мы очень мало знаем. Я вообще узнала, что в Тбилиси были протесты вот буквально пару лет назад. Это ведь тоже то, о чем нам не хочет говорить государство. И то, что мы друг о друге не знаем. Да. Потому что, мне кажется, много людей, которые приезжают в Тбилиси как туристы, да, например, или там на какие-то стадии-туры, но там есть там улица 9 апреля, потому что это случилось в 89 году 9 апреля, и кажется, это созвучно сейчас, особенно с тем, что Грузия переживает сейчас, да, из-за грядущего закона и вот эти протесты, которые происходили в конце мая. То есть это аналогично, как у нас, да, например, слово «Желтоқсан» становится там, улица, в улицы, да. Не знаю, там, в памятники, в монументы. Это пример того, да, как событие, это событие очень хорошее место заняло, да, то есть это не просто память, которая живет в нас и в учебниках, это память, которая живет на улице, то есть я забыла это слово. Ну, то есть это место на карте города, это уже что-то... Но места с Кантаром памяти, да, такого не произошло. Люди же хотели, чтобы улицу Назарбаева в Алматы переименовали в Кантар. Но пока на это нет политической воли.
сделали монумент. И заметь, что память о Кантаре, она сейчас как будто бы принадлежит государству. Да, у нас есть память о Кантаре своя, независимая, которая существует на уровне, да, низовых активистов, на уровне обычных гражданок и граждан Казахстана. Но пока государство, поскольку оно имеет огромные ресурсы и административные, и любые другие, оно держит в своих руках это. Они сказали, мы сделаем монумент, и они ни с кем не посоветовались о том, каким должен быть монумент в память о Кантаре. В итоге он получился, да. Да, более того, мы до сих пор не знаем, что было тогда, кто погибли, от чьих рук они погибли, кто за этим стоял. Мы не смогли обсудить никаким образом, было ли ошибкой, да, отдавать приказ стрелять на поражение без предупреждения, насколько было нормально, да, приглашать войска ОДКБ в Казахстан. Сегодня мы слышим упреки со стороны России, которые говорят, что мы вас спасли. Вот, государство делает это, не спрашивая у нас, что мы об этом думаем. 1,5 года назад начали снимать фильм о январских событиях, и это была какая-то аффилированная с государством кинокомпания. И в итоге фильм не вышел. Фильм не вышел, потому что мы даже не знаем, что они там сняли, но это было не какое-то... Ну как можно делать такого масштаба вещи, когда ты не знаешь, что это было? Ну и мне кажется, когда у тебя, ну не полстраны, но большая часть страны живет в этом оцепенении и страхе, да. И эта память очень свежая. Да. Это очень свежие флешбеки, потому что когда выходили в Инстаграме там эти фотографии, где переворачивают машины, да, там побитые люди, мне кажется, это очень ретравмирует людей, которые в этом жили. Конечно. И государство пытается сохранить эту монополию на память. Ты упомянула, что сегодня день памяти жертв политических репрессий и Ашаршылыка. Да. Это тоже тема, которой государство не хочет с нами делиться. Да, у нас есть низовые небольшие инициативы, но в каком-то большом масштабе я не вижу у нас свободно, простите за тавтологию, говорить об этих событиях. То есть мы их рассматриваем под каким-то одним углом. И два события совсем разные. И все это вместе, хотя это день. разные, да, это разные вещи. Это важные события, которые должны иметь свой день отдельный, а не так, что вот мы вот это все вот вместе сходу сделаем. Да. Потому что государство понимает, что эти события слишком масштабные, чтобы они совсем нам запретили это делать, но в то же время они хотят, чтобы мы на это смотрели под определенным углом. То есть у нас такое ощущение, что Ашаршылык случился сам по себе. Репрессии у нас тоже каким-то образом возникли из воздуха. То есть у нас все время это какой-то небольшой газлайтинг, и мы как бы не адресуем слона, да, то есть у нас в этой комнате вместе с нами есть еще один слон. И он всегда. Да. И он всегда. Мне поэтому нравится, что в подкасте вы, да, одно дело дисклеймеры, другое дело, что вы очень много источников используете для того, и даже в том числе то, что там амалсыздан, да, то есть в безысходности иногда приходится обращаться к источникам из России. Я считаю, что у нас мало источников. Но надо уметь их критически оценивать и, наверное, не воспринимать их как черное-белое. Давай вот, наверное, подытоживающий такой вопрос. Для кого ваш подкаст? То есть когда вы делали его, когда у тебя пришла эта идея, кто ты, как ты видишь аудиторию свою, которая будет его принимать? Какой главный? Мне кажется, что я довольно часто делаю вещи, которые мне интересны. Это, наверное, плохо, да, для человека, который делает медиа-контент. Я просто делаю, а потом я думаю, что этот контент найдет свою аудиторию. Но в первую очередь, наверное, я часто веду диалог с людьми, например, моими школьными подругами, да, или там моими соседями, с которыми рядом я живу. Потому что я знаю, что они этим не интересуются, они про это не знают. И, наверное, вот для меня в идеальном мире вот они послушают этот подкаст, и они найдут в себе силы и смелость и другие какие-то вещи, которых им, возможно, сейчас не хватает, чтобы встретиться лицом к лицу с этой историей, принять какие-то вещи. Я не говорю о том, чтобы принимать ответственность, да, но хотя бы начать смотреть в лицо этому и не отворачиваться, и не делать вид, что это происходит не с тобой, не в твоей стране, потому что ты не можешь совсем абстрагироваться от этого. Я вообще против того, чтобы у нас была какая-то внутренняя миграция. Это пагубно. Да. Мы видим,
к чему это привело в России, например, и мне не хочется, чтобы у нас было так же. Вот. Да, я очень жду. Мы сейчас в реальном времени, пока этот подкаст еще вот он идет, да, как бы к своей цели, выходу, и когда этот выпуск уже выйдет, простите за тавтологию, подкаст будет доступен, да, «Казах протест Тариха». Я рада, что мы с тобой сегодня смогли о нем поговорить, и ты рассказала за кулисье, и мы немножко смогли это облачить в обсуждение памяти и гражданского активизма, и что в этом деколониального, да, что это полностью, на самом деле, деколониальный акт, что помнить, что забывать, да, и политический акт, что запоминать. Поэтому тебе большое спасибо. Да, спасибо я очень тебе. Рада. Да, я просто хотела бы также отметить, что этот подкаст, над ним работало очень много людей. Я не я не знаю, хотят они быть в этом подкасте озвучены или нет, но это труд большого количества людей. Да. Например, Жанель Шахан, активистка Уян Казахстан и художница, моя хорошая приятельница, помогла нам, и мы обратились именно к ней, чтобы она сделала обложку. Ружана Малова, моя коллежанка, редакторка, которая работала тоже вместе со мной также много и также внимательно. Это Константин Кохан, который наш звукорежиссер, который это все делает. Это наша замечательная композиторка Асыл, она тоже музыкантка. Джингл огонь. Джингл, да. Кстати, Камила, ты была одной из первых, кто послушала один из эпизодов, поэтому да, это большой коллективный труд, и я не делаю это одна. И... Да, это важно, и это важно, что мы их упомянули. Поэтому спасибо тебе, спасибо всем тем людям, кто так или иначе к этому подкасту был причастен. И важно, что этот подкаст, он не только про Казахстан. То есть он о Казахстане, но я думаю, что, послушав его из других стран, много чего откликнется. Ну да, точно так же, как мы смотрим на другой контент из других стран и находим что-то про себя, либо... этот подкаст родился из моей поездки в Украину, потому что, находясь там, я много думала о том, какой путь они прошли, и как они туда пришли, как они вышли к этой дороге, и как они проходят этот путь каждый день, и сейчас, когда идет война. И это навело меня на мысли о Казахстане, поэтому это правда не только про нас, это про больше, это про вне границ, да, это может вывести куда-то. Поэтому я еще порекомендую зрителям послушать подкаст «It's Talking», который делает Айслу. Я думаю, ссылку мы поделимся. И как раз-таки о поездке в Украину у тебя очень важный выпуск случился. Мы будем завершать. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что смотрите, слушайте. Посмотрели. Спасибо всем. Пока-пока. Пока.